on my pillow, leave the winter on the... Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адорада читает Кэт Вилд. Глава 20. Юнги подъехал к нужному кварталу вечером. Прошелся по узкой улочке, полюбовался вывесками и потянул на себя тяжелую дверь. Его дела с Хаттори Ханза в последнее время состояли преимущественно в подготовке разного рода сопроводительной документации для перевозки драгоценных камней. Юнги мог воспроизвести документ любой степени и сложности и любой степени защиты. «Доложите господину Хаттори о моем визите», — попросил он девушку. И та уже было открыла рот ответить, что господин Ханза сегодня больше никого не принимает, но сощурилась, узнавая особенного гостя. Кивнула и удалилась. Ее долго не было. Еще одна девушка пригласила Юнги в комнату на первом этаже. Там был теплый пол, 2 подушки дзабутон и невероятной красоты ширма с красным солнцем над черными высокогорьями. «Прошу прощения, что заставил вас ждать». Когда Юнги подали чай, наконец появился Ханза в не совсем привычном домашнем виде. Черном стеганом самое и простой серой юкате поверх пижамы. «Но я рад, что вы пришли. Я сам планировал связаться с вами». Он опустился напротив и медленно налил себе чай. Лицо его было мрачно уставшим, а волосы убраны в тугой строгий пучок, но несколько влажных прядей обрамляли его. «Прошу вас, сначала говорите вы». Ханза взял чашку и, наконец, посмотрел на гостя. Любому другому человеку он бы отказал сейчас в визите. Чтобы никто, кроме прислуги, не видел его, какими тоскливыми бывают его глаза. Но Юнги — это особенный случай. «Ничего страшного. Я прекрасно провел время с чаем». Слабо улыбнулся тот и протянул ему папку. «Это ваш заказ. Посмотрите, пожалуйста, все ли вас устраивает». Он искоса посмотрел на хозяина, затеняя удивление ресницами. «У вас все благополучно». Это была не светская вежливость, и оба об этом знали. «Я посмотрю», — пообещал Ханза, положив папку рядом с собой. Сделав несколько глотков. «Господин Мин, сегодня ко мне заходили агенты из Федерального бюро по поводу тех колье. Один экземпляр, как я понимаю, был подарен господину Чону, а второй...» Он снова взглянул на собеседника нечитаемым взглядом. «Оказался на месте подлинника, который пропал. Мне предстоит тяжелая работа в части доказательства своей невиновности и лишь косвенной причастности к этому делу. А вам советую уехать из города, пока я разбираюсь с этим. Но я попрошу вас передать мне состав материала, из которого вы изготовили сам алмаз». «Мы говорили об этом», — напомнил Юнги, недовольно поджав губы. Он не ждал этого так рано. «Вы можете сказать, что камни передал заказчик, а вас попросили только об огранке». «Вы хотите, чтобы я именно так и сказал?» — монотонно спросил Ханза. «Заказчика будут искать. Вам ли не знать?» Никакое подставное лицо не справится с ответами федералов. Потребуется пожертвовать им. А я справлюсь. Чем меньше грязных рук, господин Мин, тем лучше. Проще отмывать. Однако, если вы боитесь выдать ваши секреты, вы можете подкорректировать состав по своему усмотрению. Вряд ли меня будут просить повторить это на суде. «Моя эскапада дорого вам обходится», — покачал головой Юнги. «Я буду должен. Признаю, ваши суждения чрезвычайно разумны. А состав я вам дам, конечно. И состав, и технологию. Он мне потребуется завтра утром, если вы успеете. Буду признателен». Ханза поставил чашку обратно, плечи его опустились. «Не думайте, что мое состояние напрямую связано с этим.
Я не раз оказывался втянут в подобные дела, но всегда выходил из них сухим, разве что слегка запачкав подол. И из этого я, безусловно, выйду. Он посмотрел куда-то вдаль. Окна на первом этаже были хоть и глухо занавешенные, если буду разумен. «Я продиктую вашей помощнице», — пообещал Юнге. «Сегодня же вечером. Записи, оставленные моим почерком, тоже не пойдут вам на пользу. Я уверен, что вы сможете разрешить это дело наилучшим образом. Иначе бы я к вам не стал обращаться». «Благодарю за оказанное доверие». Это Хатори произнес вежливо, как и следующее предложение. «Не желаете ли принять горячую ванну?» «Я не слишком готов», — признался Юнги. «Но, полагаю, в вашем доме найдется для меня комплект одежды». Это было неожиданно, но Юнги не собирался отказываться. Хатори Ханза ничего не предлагал просто так. Если он звал его принять ванну, в этом был какой-то смысл. Одежда, конечно, нашлась. Почти такой же комплект, как на самом Ханзе. Сам он вышел, пока Юнги переодевался. Потом девушка отвела гостя в душевую и потом в зал с большим круглым афора, куда Ханзе и вернулся, а теперь сидел в темной и очень горячей воде, из которой выглядывала только голова и плечи. Юнги забрался в воду и блаженно зажмурился, чувствуя, как тепло заполняет все тело. И это ваша традиция для меня не слишком привычна, но я нахожу ее чрезвычайно приятной. Не советую вам долго задерживаться. С непривычки может стать худо. Это я могу сидеть в ней по несколько часов, — отозвался Ханза, не открывая глаз. И лишь слегка позже их открыл, чтобы посмотреть на Юнги. — Господин Мин, скажите, вы когда-нибудь волнуетесь? — Кажется, это делают все люди время от времени, — отозвался тот. — И я не исключение. Иногда из-за собственных действий, иногда волнение вызывают люди, с которыми сталкивает судьба. Вас одолевает беспокойство? — Что вы слышите при этом? Ханза словно не слышал его вопрос, ну или не спешил на него ответить. Вы что-нибудь слышите, когда взволнованы? Юнги прикрыл глаза, плеснул водой. Вопрос требовал откровенности. «Ты недостоин», — медленно сказал он. Эту фразу разными голосами. Ханза приподнял брови. «Недостоин чего?» — уточнил, глядя ему в лицо. «Волнение?» «Право», — поправил Юнги. «Право жить, учиться, получить желаемую профессию, чувствовать, радоваться чему-то, что в моей голове раз за разом повторяет это, когда меня охватывает волнение». «Вам удалось удивить меня, господин Мин», — признал Ханза, покачав головой. Правда, это удивление не было таким уж приятным. «Но, полагаю, вы умеете с ним справляться, иначе вряд ли вы сидели передо мной сейчас». «Я чрезвычайно упрям», — улыбнулся Юнги. «Пожалуй, отчасти мне удалось справиться с этим, но бывают минуты, когда волнение все еще одолевает меня». «Минуты», — с вздохом повторил Ханза. «Я почти завидую, если вы подобрали правильное слово. Хотя с учетом вашего ответа завидовать все же не стоит. У каждого свой путь. Что вас беспокоит, Хатори-сан?» Юнги не было нужды произносить банальности вроде тех, что все сказанное останется между ними. Это было само собой разумеющимся. Когда взволнован я, Ханза раскинул руки на бортике деревянной бочки, то слышу свое сердце, его стук, и я слышу так редко, что забываю о его существовании. Забываю о том, что я живой человек, понимаете? Я очень-очень давно его не слышал. До сегодняшнего дня. Что же случилось сегодня?
Юнги даже не рассматривал мысли, что волнение Хатори вызвано проблемами с камнем. Было что-то куда более весомее. «Чудовищное недоразумение», — хмыкнул Ханза, посмотрев куда-то вверх. «Возможно, вы будете смеяться, но меня сегодня взволновала чужая близость. Я и сам бы над этим посмеялся, но не могу». «Ох, могу сказать, что, будучи взволнованным близостью с интересным мне человеком, я даже собственные мысли слышать перестаю. С этой точки зрения можно только порадоваться, что такое случается нечасто». «Вы правы», — согласился Ханза. «Знаете, как говорят, тот, кто знает, где остановиться, не подвергает себе опасности. Но сегодня я пренебрег своим знанием в волнении и подверг». «Что же, вероятно, второй раз вы не повторите этой ошибки», — предположил Юнги. «Или же и запьете чашу волнения этой близостью сразу и до дна, решив вопрос таким образом». «Вы прекрасный собеседник, господин Мин. Мне даже жаль, что вам снова придется уехать», — покачал головой Хаттори, прекрасно понимая, что никакого второго раза не будет. Но с Тэхёном ему нужно было объясниться. Поэтому буквально на следующее утро едва холодное осеннее солнце только поднялось из-за горизонта. К дому, где проживал Тэхён, подъехал черный автомобиль. Найти его было несложно. Много ли в Сан-Франциско проживает Ким Тэхёнов? Сегодня Сатори Ханза оставил все свои традиционные одежды дома. Оказывается, в его гардеробе были и классические костюмы. Правда, все черные, как на подбор. И рубашки тоже. А в последний момент перед выходом из дома Ханза оставил пиджак и надел пальто прямо поверх рубашки, захватив шерстяную шляпу со строгими полями. Он вышел из машины. Водитель остался ждать внутри. В руках Хаттори была папка со всеми необходимыми документами. Чего Ханзо не мог знать, так это того, что нужно заходить не с главного входа, поэтому и постучался в дверь крыла, где проживал Пак Саджун. Намджун, проснувшийся раньше всех остальных, как раз готовил завтрак, недолго подумал, услышав стук, и пошел открывать. Ну, не будить же хозяев, может, там всего лишь почту принесли. «Доброе утро». Однако, когда он разглядел мужчину за дверью, то понял, что почтальоны так не выглядят. Сан-Франциско, конечно, весьма интересный город, но нет, это точно был не почтальон. «Доброе утро, господин. Мне нужно поговорить с мистером Кимом». Намджун проглотил смешок. «Можете поговорить со мной, но сразу уточнил». «С Тэхёном?» «Именно», — подтвердил Ханза. Он мог бы просто отдать мужчине бумаги и удалиться, но добавил: «А если он еще спит, я прошу вас его разбудить. У меня не так уж и много времени». Намджун негромко фыркнул, подхватил с вешалки свой плащ. Заботливые работники галереи прислали его вечером с посыльным, стоило только туда позвонить, и показал гостю дорогу к нужной двери. Громко постучал, но уходить не спешил, хоть и был в одних тапочках, а на улице было ужасно свежо в такую рань. Тэхён появился на пороге в пижамной куртке, сползающей на одно плечо, в шортах, растрепанный. На его щеке белело пятнышко какой-то пудры. «Намджун, замерзнешь! Что случилось?» Он открыл дверь шире. «Господин Хаттори». Он выглядел растерянным, однако посторонился. «Проходите, только тихо». Чимина он оставил в постели сладко посапывающим. «Доброе утро», — сказал Ханза, поклонившись. Он не успел озвучить просьбу о разговоре наедине. Намджун и без того все понял. Только сказал, что уже готовит завтрак и кофе, если что, а потом удалился в свое крыло. Оказалось, что глаза Хаттори могут быть такими спокойными и ничего не выражающими,
когда он протягивал Тэхёну документы, а потом говорил: «Прошу извинить меня за несдержанность. Я слишком поздно осознал, что увлекся». Специальный агент почесал кончик носа, оставив на нем еще одно пудровое пятно, и махнул рукой внутрь. «Оставьте документы на столике, пожалуйста», — тихо сказал он, — «и пойдемте со мной». Положив папку, Хатори снял обувь, прежде чем пройти дальше в дом. Снял и шляпу, держа ее в руке. И черт его знает, что случилось с резинкой в хвосте, лопнула она, что ли. Но длинные черные волосы осыпались вниз волнами на плечи. «Прошу прощения». Ханза тут же принялся собирать их обратно и выронил свою шляпу. Тэхён смотрел на это сверху, не делая ни движения, чтобы помочь. «Вешалка». Он дернул подбородком. «Стол в гостиной. Еще одно движение. Кухня. А я буду там». Он быстро ушел, стуча по полу босыми пятками. Хатори никак не прокомментировал все эти сложности. Все-таки справился. Нашел и вешалку, и стол, и кухню. «Закройте за собой дверь, садитесь туда». Тэхён показал глазами на дальнюю сторону стола, с которого он сметал последствия то ли локального землетрясения, то ли нашествия команчей. «Кофе?» Хатори кивнул. Усевшись, и завязал волосы в тугой узел, чтобы не мешали, без каких-либо приспособлений, просто узлом. Через несколько минут Тэхён уже вымытыми руками поставил перед ним чашку с напитком, взял вторую и сообщил: «Я думал отправить вам десерт с курьером, но раз вы сами здесь, пирожного не получилось. Не из чего было делать крем. Я испек вам настоящую сладкую шарлотку». И без перехода спросил: «Можно на «ты»?» «Не стоило», — успел сказать Ханза, сделав глоток. Он, конечно, смотрел куда угодно, но только не на Тэхёна в этих шортах. Тут бы не только резинка в волосах лопнула, а потом пришлось посмотреть. «Можно», — слегка удивленно разрешил он и неожиданно добавил: «Можешь называть меня просто Чонгук». «Чонгук», — Тэхён покатал имя на языке, как конфету. «Красиво. Давай так. Во-первых, я предложил условия. Ты согласился. Десерт с меня. Не захочешь есть, что ж. Во-вторых, я вчера тоже увлекся. Если ты способен оставить мое бюро и свою самурайскую атрибутику за дверью, я бы просто предложил тебе выпить кофе вместе». «Предложил то, что мы уже делаем?» — усмехнулся Чонгук. «Я не отказываюсь от десерта, приготовленного тобой. Как я могу отказаться после всего, что между нами было?» Дерзость, конечно, оставить за дверью он не мог. «Еще минут 5 в духовке и вынимаю», — пообещал Тэхён. «А что между нами было? Я посидел на твоих коленях?» «Держа в руках мой меч», — кивнул Чонгук, делая еще глоток. «Не знаю, как для тебя, но для меня это почти верх интимности». «Держа в руках мой меч. Это даже звучит довольно двусмысленно», — согласился Тэхён. Он оперся бедром о стол и пил свой напиток стоя, поглядывая на собеседника поверх чашки. «Но, кроме шуток, я тебя понял». «Хочешь знать, почему я дал его тебе?» — спросил Чонгук, удерживая хрипотцу и не давая ей проникнуть в голос. «Хочу». Тэхён смотрел ему прямо в глаза. Наверное, от этого звучал низко и бархатно. «Твой взгляд разбудил мое сердце». Вряд ли Тэхён ожидал услышать такие романтичные слова от едва знакомого человека. Но их искренностью можно было захлебнуться, особенно когда Чонгук вздохнул и отвел взгляд. «Прошу без комментариев. Ты достаточно сказал вчера». Тэхён моргнул, кивнул головой и согласился. «Молчу». И отвернулся к духовке, вынимая готовую шарлотку. Разрезал на части и поставил блюдце с ароматной горячей выпечкой перед гостем.
Чонгук отставил чашку, чтобы попробовать, отламывал ложкой горячие кусочки и отправлял в рот. «Спасибо, это вкусно». Но какой-то особенной радости или удовольствия на его лице не было. Словно сдерживаться приходилось целиком. Все и сразу сдерживать в себе. «Я бы пообщался с тобой как-нибудь», — внезапно заявил, отставив чашку, Тэхён. «Без мечей, наедине, когда закончим с этим делом». «Они тебе настолько неприятны?» — уточнил Чонгук, прожевав последний кусок. «И кто я без них? Просто Чонгук. Может, со мной и пообщаться-то не о чем?» — усмехнулся он. «И вообще очень интересно, как только я готов признать, что очень надеюсь, что мы больше не увидимся. Ты говоришь, что хочешь со мной пообщаться. Я не смею отказать, мне было бы интересно. Просто я не уверен, что это не закончится для нас плохо». «Ты надеешься, что мы не увидимся?» — переспросил Тэхён. «Сложно быть просто Чонгуком». Тот на секунду поймал его взгляд, хотел, чтобы Тэхён понял его правильно. «Я разучился им быть. А с Ханзо тебе и не понравилось общаться. Это не значит, что я не хочу больше тебя видеть. И я не вижу, как это должно происходить. Либо будет неприятно мне, либо тебе». Вот ведь. Тэхён скривил губы и ухватился пальцами за край стола. «Да, это очень серьезные аргументы. Ладно, что делать?» Он сделал шаг к окну, отвернулся и обхватил себя руками за плечи. «В любом случае, я рад, что ты зашел. Извинения приняты. Надеюсь, и ты на меня зла не держишь». Ханзо бы поднялся и, поклонившись, ушел. Может быть, даже сказал, что зла не держит. А сам держал. Но Чонгуку очень не понравилось, что Тэхён расстроился. Гораздо сильнее, чем не нравилось быть самим собой. «Эй!» — позвал он, бесшумно подойдя сзади, но не трогая. «Я могу потерпеть, если ты правда хочешь пообщаться. Я готов к этому. Только не расстраивайся, пожалуйста. Можешь повернуться». «Я не могу заставить тебя быть тем, кем ты не хочешь быть», — возразил Тэхён, оборачиваясь. Глаза у него тревожно темнели. «Нельзя просить людей о таком». «Ну, можешь научить меня снова им быть». Чонгук почти улыбнулся, потому что нос и щека Тэхёна все еще были в сахарной пудре. Он достал из кармана брюк небольшой черный платок и осторожно коснулся ткани чужой кожи, стирая. «Может быть, ты сможешь это, раз смог взволновать меня». «Мы обсудим это, когда закончим с этим делом. Хорошо?» Тэхён посмотрел на платок и фыркнул. «Как неловко. Это я так ходил?» Он сделал шаг назад и подчеркнуто деловито спросил. «Ты заберешь пирог?» «Заберу весь». Чонгук убрал платок обратно в карман. «Если есть подходящая коробка. И, между прочим, я даже ни разу не заметил пудру на твоем лице. Зрение у меня не очень. И гены, и посадил, постоянно работая с мелкими деталями». «То есть не так уж я и опозорен», — фыркнул Тэхён. Он нашел круглую картонную коробку, упаковал в нее шарлотку и поставил на стол. «Тебе, наверное, пора. Скоро Чимин проснется». Он дернул плечом, возвращая пижамную куртку на место, и спросил. «Так почему золото? Твои условия неприемлемы, но...» «Меняю поцелуй на честный ответ». И улыбнулся так, словно это шутка. «Я принимаю твои условия». Чонгук медленно моргнул. «Но эта история долгая, а ограничиваться коротким ответом я и сам не хочу. Не то, что уж удовлетворять им твое любопытство. Расскажу при случае, когда будем общаться. А сейчас мне действительно пора». Он забрал коробку со стола, затем пальто и шляпу. Содержимое папки он расписывать не стал. Агенты и сами в ней разберутся. «Спасибо за угощение, Тэхён», — поклонился он у самого входа, прижимая коробку к груди. «Я буду ждать,
когда закончится ваше дело. Но если появятся дополнительные вопросы, можете вызвать меня в отделении. Я постараюсь ответить». «Хорошо», — кивнул агент. А когда гость уже ушел, окликнула его. «Чунгук, спасибо, что зашел». Тот обернулся на голос и махнул рукой, ярко, пусть и натянуто улыбнувшись. Когда Чимин проснулся, Тэхёна рядом не оказалось. Он нашелся на кухне, полный аромата свежей выпечки, но почему-то в бумагах, которые раскладывал по столу. «Доброе утро». Тэхён подтянул к себе друга и чмокнул куда-то над ухом. «Намджун говорил, что у него есть завтрак и кофе». «Так вкусно пахнет». Чимин сонно моргал, оглянувшись. И странно. Потом принюхался к шее Тэхёна, наклоняясь. «Нет, не тобой. А это что?» Кивнул на стол, заваленный бумагами. Хаттори Ханза заходил. Принес обещанные бумаги, забрал шарлотку, которую я ему сделал. Трудно было произнести это равнодушно. Чимин аж сел. «Погоди. То есть вчера вы устроили какую-то хрень в его доме, от которой я еле отошел, а сегодня он пришел к тебе с бумагами, а ты испек ему шарлотку? Что-то я вообще ничего не понимаю. Это как?» Я обещал ему сладкую выпечку, если он покажет мне меч. Он его показал. Я же не мог не сдержать слова. Пожал плечами Тэхён и вдруг рывком притянул Чимина к себе на колени. Ткнулся лбом в лоб и быстро заговорил. «Чимин, не говори мне больше никогда, что с тобой что-то не так из-за твоего общения с этим парнем, Мин Юнги. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Он пришел сегодня такой другой, незнакомый совсем, очень классный. Я был готов его поцеловать прямо на кухне». «О-о-о!» — многозначительно протянул Чимин, удерживаясь за его шею. А потом погладил по голове очень ласково. «Вообще, я-то могу с тобой поспорить, потому что объективно он и вчера был классным. Есть же парни, которым так идут длинные волосы и подведенные глаза, и при этом они не выглядят как женщины. Вообще ничего женского. Я бы тоже так хотел, но я тебе об этом не говорил. Это не обсуждается на трезвую голову. Ладно?» Чимин тихо посмеялся, пропуская его волосы сквозь пальцы, расчесывая. «Мы же делим одну душу пополам, так что я могу тебя понять, когда даже ты не до конца можешь. А что он там принес-то? Это нам поможет?» «Объективно, вчера он был мудаком», — буркнул Тэхён. «Красивым. Ладно, разве ж я спорю. А про бумаги?» Он переложил верхний лист из одной стопки в другую. «Все это очень интересно и выглядит логично. И состава преступления я в этом не вижу. Но пока ни к чему не ведет. Я все систематизировал. Давай посмотрим вместе». «Какой молодец!» — похвалил Чимин, слез с его колен и заинтересованно взял несколько документов. «Только кофе мне хотя бы сделай, раз шарлотку всю своему классному мудаку скормил». Глава 21. В тот день Чимин наконец-то снова прибыл в отделение бюро в Сан-Франциско. Сразу направился к шефу и высказал ему свои мысли по поводу дела о Колье. Оно привело его именно в этот город. Здесь был Тэхён, который почти невольно подключился к расследованию. Агент Пак не просил. Он требовал позволить ему работать здесь, а с шефом из Вашингтона, видимо, придется договариваться отдельно. По документам о продаже изделий Хаттори Ханза выходило, что одна копия Колье уехала именно туда, в столицу, местной грузовой компании. Заказчика звали Стивен Барнс. Он был обычным бизнесменом, ничем особенно непримечательным, владел сетью прачечных. Вот только странно было то, что он сделал заказ не на свой адрес в Нью-Йорке, а на номер в отеле в Вашингтоне. С другой-то стороны, учитывая то, что бриллиант был похищен именно в Вашингтоне, в этом не было ничего странного.
Но Чимин не верил в то, что именно мистер Барнс тот, кого они ищут. Возможно, просто пешка в чьей-то большой игре. Стоило его навестить в Нью-Йорке в ближайшее время. А второй заказ, случившийся пару недель после первого, был сделан на имя Ким Сок-джина. И с этой частью истории, кажется, все было понятно. Но об этом стоило поговорить дополнительно с самим Сок-джином. Почему он решил подарить своему партнеру по бизнесу копию этого колье именно сейчас? Хатори Ханзо придраться вроде было нельзя. Но Чимина все равно что-то настораживало. Неужели он так легко пошел им навстречу и передал все необходимое вплоть до состава поддельного алмаза? Потому что ему приглянулся Тэйхён. Наверное, поэтому Пак и копался в архивах весь день, когда его допустили к работе, взяв это дело под свою юрисдикцию. Напарник тоже целый день копался в бумагах, все еще по старому своему делу. «Тэйхёна, смотри, тебе будет интересно, что я накопал». Чимин устроился напротив и хотел шутливо закинуть ноги на стол, но передумал. Все-таки пришел по серьезному вопросу. Открыв первую папку, он пробежал по ней глазами. Наш господин Хатори проходил по одному делу, как свидетель в 63-м году. Мы с тобой тогда еще учились. Он, кстати, наш одногодка. Ему сейчас тоже 32. Так вот, Чимин перелистнул страницу, вчитываясь. Его настоящее имя Чон Чунгук. Он и правда не японец, хотя его приемные родители настоящие японцы. Они вернулись на родину в 60-м, а Чунгук остался здесь. Информации о нем тут немного. Больше интересное дело, по которому он проходит. В том самом квартале ты видел, сколько там японского. Там все под свой контроль пыталась взять мафия. Причем местная, американская. Но осевшие там японцы их не пускали. Они долго грызлись, из-за чего случались мелкие потасовки. Но в итоге там прошел какой-то второй Перл-Харбор не иначе. Потому что единственный, но довольно большой сувенирный магазин, который удалось переманить на свою сторону и взять под контроль, вырезали глубокой ночью. А наш Хатори, точнее Чунгук, который как раз там в те годы работал, остался жив, потому что своих они все-таки щадили. Ну, и еще несколько человек. Многие работники оттуда сбежали, как только сменилась власть. Наверное, повезло. Распутывали долго. Трупы собирали, ловили зачинщиков и убийц еще дольше. Да и не всех поймали, потому что часть их там же и полегла в этом аду. Чимин порасспрашивал об этом деле у более старших коллег, поэтому и знал так много подробностей, а не только то, что было в отчетах. Так вот, знаешь, что забавно? После этого Чунгук фигурирует в нескольких отчетах, уже под своим псевдонимом. Он даже документы сменил, и дела у него довольно быстро пошли в гору. А еще хочешь посмотреть фото того магазина? Он протянул напарнику фотографию. На ней красовался тот же самый дом, в котором они были. Совершенно тот же, только отреставрирован, отремонтирован, перекрашен. Да и вывеска в прошлом была куда меньше. И окна на втором этаже не заколочены. А дела там не очень интересные. В основном с драгоценными камнями. Ханзо тоже несколько раз проходил по касательной, потому что ими одно время и занимался, пока не перешел на стекло. Вот так. Был простой сувенирный магазин, потом кровавый ад, а теперь это мастерская ювелира, которого знает весь город. Интересно, да? Чрезвычайно интересно, согласился Тэйхён и протянул руку. Да я еще сам посмотрю. Чимин складывал документы обратно в папку. Один из них вдруг выпал. Пришлось наклониться за ним на пол, а там агент Пак едва не вскрикнул, поднимая лист бумаги. «Господи, тут список погибших! Я чуть не упал!» Он перебрался поближе к напарнику вместе с тем листом. «Вот, смотри!» — ткнул в 28-ю строку. «Как ты думаешь,
что я только прочитал? Там значилось имя Ким Тэхён. Чрезвычайно интересно, повторил Тэхён. Чрезвычайно. Он перечитал весь список, вернул его в папку и вспомнил. Он назвал мне мое имя утром. Сказал, что я могу называть его Чунгук. И еще, что забыл, как это им быть. Ох, Чимин подтянул поближе свой стул. И это звучит как начало какой-то печальной истории. Не зря же он любил на досуге читать простенькие романы. Мне прямо вдруг захотелось поговорить с ним. Не об этом, наверное, просто так. Странное какое-то желание. Но мне его почему-то жаль. Хотя с чего бы? У него все есть. Живет замечательно. Подумаешь, сменил имя. Может, чтоб соседи не дразнили. Там же сплошные японцы. Кстати, Тэхён, ты в курсе, что нам нужно в Нью-Йорк? Он обещал рассказать мне про свой клятый меч. Зачем-то сообщил тот и шепотом добавил. За поцелуй. Ну, тогда я точно с тобой туда не поеду, фыркнул Чимин. Я не ревную, конечно, но смотреть, как вы целуетесь, что-то не хочется. Ты в кино-то глаза смущенно отводил, фыркнул Тэхён, вспомнив, как они смотрели мужчину и женщину. Он подумал, что обещанный поцелуй должен быть горячее, чем все чувственные сцены в фильме, и неосознанно томным движением облизнул губы. В Нью-Йорк. А что там? Там мистер Барнс, который значится в документах заказчиком колье. Живет он на самом деле в Нью-Йорке, а адрес в Вашингтоне. Это отель. Я туда уже позвонил. Чмин мельком взглянул на часы, подумав, сколько всего успел за день сделать, и снова чуть не упал. О, боже, уже почти 7. Я обещал же Намджуну, что посижу с Ханбином. У него же свидание. Нам срочно нужно домой. Звучало это, конечно, очень легко. Как будто так было всегда, и жили они вместе постоянно. Конечно, даже если бы они опоздали с работы, с Ханбином было кому посидеть. Астрид достала свой старый конструктор, и они вдвоем с мальчиком собирали из металлических реек Эйфелеву башню. Папа приготовил ужин. Передала она Тэхёну, когда оба агента вернулись домой. Папа уехал час назад и сказал, что вернется поздно, добавил Ханбин, которому ни разу не было скучно рядом с красивой девушкой. Чимин выдохнул с облегчением и пошел переодеваться, утянув за собой напарника. Намджун совершенно не знал, как ухаживать за мужчиной, тем более таким взрослым. Он вообще уже забыл, что это такое свидание, что на них вообще делают, о чем говорят, как себя вести. Казалось, что с его последнее свидание с матерью Ханбина прошла целая вечность, за которую он несколько раз лишился способностей к какой-нибудь романтике. Да, и все-таки Сакджин был мужчиной. Намджун никогда не осуждал других людей за их выбор, но отношений с мужчинами сам не видел, не стремился их заводить, не чувствовал в себе такой потребности. Хотя того же Чимина обожал, как близкого друга. И очень радовался, когда тот начал его наконец-то обнимать. Но тут было другое. Тут был Ким Сакджин. Добрый, красивый, с приятным голосом, ангельскими глазами и манерами. Ким Сакджин, которому сын Намджуна на следующее утро нарисовал целую открытку. Где-таки написал его имя на хангыле. А потом допытывался до папы, как на том же хангыле написать «Я тебя люблю». Намджун, конечно, подсказал, но его ребенок не отличался излишней любвеобильностью к малознакомым людям, только любопытством, что совершенно разные вещи. А тут знакомы всего сутки, и уже такие послания. Но детскому чутью Намджун привык доверять даже больше, чем своему. Эту открытку он взял с собой в тот день, когда подъехал к галерее. Поднялся наверх и немного кашлянул, оповещая о своем присутствии,
пока Сакджин разговаривал с покупателем. В руках Намджуна был красивый букет роз. Сакджин поднял на него взгляд и просиял ярче витрины. Кивнул в сторону диванчика в углу зала, предлагая подождать там. И впервые совсем не расстроился, когда покупатель ушел быстро и без покупки. «Извини, что заставила ждать». Подошел он к Намджуну, переходя на «ты», легко и естественно. «Куда мы пойдем?» «Понятия не имею», — очаровательно честно сказал тот, поднимаясь. Вручил цветы и открытку следом. «Это от Ханбина. Я только чудом улизнула от него, пока он не понял, куда я собираюсь. Пришлось врать, что по делам». Никогда не врал своему сыну, просто ужасно. И расплылся в улыбке, потому что Сакджину явно понравились цветы. Вроде бы такая банальность, розы. Но Намджун не знал, какие цветы может любить человек, который сам краше любых цветов. Поэтому предпочел остановиться на банальной классике. Они чудесные. Сакджин на миг спрятал лицо в белых бутонах, рассмотрел открытку. Ханбин сам это написал. У него хороший почерк. Он у тебя очень умненький и развитой мальчик. Спасибо. Я ему передам. Намджун залюбовался. Все-таки не прогадал он с цветом. В белых цветах Сакджин смотрелся ангельски. Я взял машину в аренду, так что сможем куда-нибудь съездить. Может, найдем хороший ресторан, поужинаем, поговорим, а потом погуляем по городу, хотя там не так уж и тепло. Даже не знаю, чего бы тебе хотелось, Сакджина. Твой план звучит прекрасно, согласился тот. Ужин и прогулка мне нравятся. Я подумаю, где можно погулять. Только подожди немного, я оставлю подарки, хорошо? Не хотела бы их помять или испортить. Он привел Намджуна в небольшую элегантную комнату, обтянутую белым муаром, которая служила ему рабочим кабинетом. Поставил цветы в простую вазу, еще раз погладив лепестки. Устроил открытку на своем столе. Мне будет так приятно завтра вернуться на работу, если они будут меня ждать. Улыбнулся он ласково. Подожди, еще вечер только начинается. Коротко засмеялся Намджун в ответ. Может, это будет самое ужасное свидание в твоей жизни, а завтра ты их выкинешь. Ну, надо же было куда-то деть свое волнение, хотя бы скрыть его за глупыми шутками. Даже если оно будет ужасным. Сейчас мне было очень приятно, возразил Сакджин. И я буду помнить об этом удовольствии, когда буду смотреть на них. Он набросил на шею длинный шелковый шарф, надел белое шерстяное пальто. А я готов. Намджун Галат подставил ему свой локоть. У вас очень крутые лестницы, и это просто для вашей безопасности. И сдержал задорный смех, сохраняя очень серьезное лицо, хотя глаза смеялись. О, я даже не спросил, как себя чувствует Ханбин. Улыбнулся Сакджин. Он очень расстроен, что не получается увидеть весь город. Вы гуляли сегодня? Да, сегодня почти весь день. Катались по городу, даже сходили в парк. Ну, я сходил, а он нам не ездил, ответил Намджун. А вообще в доме, где мы сейчас живем, проживает дочь хозяина. Хорошенькая светлая девушка, у нее очень интересные игрушки, сохранились с детства. Вообще стоит еще подумать, что Ханбину интереснее. Игрушки или ее общество. Все-таки он не совсем помнит свою мать. Но к женщинам очень тянется. Даже к молодым. Значит, сейчас он не тоскует по тебе. Сакджин подождал, когда Намджун откроет перед ним дверь автомобиля. И тогда мы не будем гулять долго. Ты же устал, наверное. Весь день он на ногах, это тяжело. Он вытянул свои длинные и стройные. Какую кухню ты предпочитаешь? Я могу быть за него спокоен, подтвердил Намджун, занимая свое место в салоне. Если честно, я чувствовал некоторую усталость. Просто с непривычки. Работа в основном сидячая. А потом увидел тебя, и все как рукой сняло.
так что я готов гулять сколько угодно. Ну, если ты устал стоять на ногах, то можем ограничиться небольшой прогулкой, а остальное время будем просто сидеть и ужинать. Мы вольны делать все, что нам с тобой захочется, правда? А насчет кухни? Может, итальянскую? Я в последнее время люблю всякую пасту. Правда. Зачарованно глядя на него, ответил Сакджин. Пусть будет итальянская. Он задумался на мгновение и скомандовал. Тогда сейчас прямо на третьем перекрестке налево. Я знаю отличный итальянский ресторан. Тебе понравится. Слушаюсь, сэр, протянул Намджун, как будто он личный водитель этого красивого мужчины и везет его на званый ужин не иначе. Да, просто поужинать с понравившимся тебе человеком – это, конечно, страшно банально. Но если еда вкусная и разговор сложится, то даже такая банальность может стать отличным фундаментом для дальнейшего общения. Выбранный ресторанчик оказался тихим, несмотря на занятые столики, и очень уютным. Гостей проводили в дальний уголок, тепло подсвеченный торшером. Паста оказалась просто волшебной, вино легким. Сакджин был из той породы людей, рядом с которыми аппетит мог проснуться у любого. Он наслаждался каждым кусочком. Не просто ел, а получал удовольствие от этого. Но при этом не забывал поддерживать приятную беседу. Задавал вопросы, с интересом выслушивал ответы, хотя почти ничего не рассказывал сам. Намджун отметил этот факт, даже не как агент бюро, привыкший замечать все нюансы, но как мужчина, которому был симпатичен его собеседник. Он хотел бы узнать его поближе, но вежливо не задавал неудобных личных вопросов. Он их никогда не задавал, когда чувствовал, что может не получить ответа. Он рассказывал Сакджину об успехах Ханбина, о их интересном, хоть и простом укладе жизни в Вашингтоне, и, конечно, не мог не упомянуть книги, которые писал. Почему я считаю, что просто ужин в качестве свидания – это банально ужасно? Потому что я часто задумываюсь о подобных вещах. Я привык искать в окружающем меня мире что-то, выбивающееся из простой канвы события, что-то более изысканное, необычное, яркое. Но при этом я так редко прописываю любовные линии в своих произведениях, потому что сам от этого далек. Мои последние отношения закончились не самым приятным разводом. Я сумела отстоять своего сына, а дальше ничего. Я не жалею об этом, но так часто задумываюсь, неужели в моей жизни уже не будет ничего романтического? Я так много и уверенно рассказывал своему другу о важности этой истории в жизни любого человека, но сам совсем забыл про нее. Работа, сын, дом, книги, прогулки, музеи. Все что угодно, лишь бы не думать об одиночестве. Разве можно быть одиноким, чувствовать себя одиноким, если у тебя есть сын? Заспорил Сакджин. Разве это чувство, любовь к нему не перекрывает все прочее? Затем вздохнул. Ты будешь разочарован. Я очень банален. Мне нравится спокойствие, какая-то упорядоченность, привычный ритм, понятные действия. Разве что могу погулять с тобой в каком-то красивом месте, чтобы эта поездка запомнилась тебе. Но мне уже запомнилось. Намджун посмотрел в глаза Сакджина и вернулся к прошлой незаконченной теме. Мой сын здорово перекрывает мою потребность дарить и получать любовь. Но это же совсем другое. С ним можно проснуться рядом, если вдруг уснули, пока читали. Но его не поцелуешь так горячо, что просыпаешься сразу и весь. С ним не пообнимаешься по дороге дома, уходя на работу. А потом вдруг решишь, что ну его к черту, сегодня это работу, потому что там ужасно ледяной ливень. А в такую погоду нужно вдвоем лежать в горячей ванне и пить вино, но никак не работать. К тому же, однажды он вырастет и покинет меня. Я это знаю. Время стремительно и беспощадно. И вот тогда я останусь совсем один. Но я бы этого не хотел.
Кому я тогда буду читать свои уже совсем глупые книги в старческом припадке? Он тихо посмеялся. И ты не банален. Твое спокойствие, твое земное обаяние — это самая небанальная вещь, которую я только видел. Может быть, ты прав. Тебе виднее. У меня все же нет детей. Опущенные ресницы рисовали на лице Сакджина причудливые тени. Но мне кажется, будь у меня сын, а еще лучше дочь, я был бы счастлив. Да, дети растут, но они продолжают нуждаться в своих родителях. Необычный комплимент он оставил без ответа. Хоть и хотела спросить, считала бы Намджун так же, будь Сакджин самым обычным на вид, лишенным своей физической красоты. Я хотел бы спросить, почему у тебя нет детей? Ну, не уверен, что на этот вопрос не заставит тебя вновь прятать от меня какую-то печаль внутри. За своей ласковой улыбкой. Если хочешь, ты можешь мне ответить. Но я не хочу, чтобы ты грустил, даже скрывая это. Неожиданно глубоко сказал Намджун и не постеснялся в ресторане дотянуться до его руки, чтобы очень легонько погладить пальцы. Сакджин поймал его руку, сжал крепче, чем собирался, и ответил тоже куда откровеннее, чем мог бы планировать. Потому что я не могу заставить себя заниматься сексом с женщинами. А без этого дети, увы, не появляются. Спасибо, выдохнул Намджун, чувствуя, как перед ним приоткрыли дверь. Я могу себе это представить. Как это? У меня есть такой друг, у него такая же особенность. Он посмотрел на их руки и тоже очень откровенно заявил. Не пойми меня неправильно, но мы можем посидеть где-нибудь, где никого нет. Я хочу обнять тебя и прижать к себе, просто невыносимо сильно. — А как же прогулка? — растерялся Сакджин. — Где нет никого. Мы можем поехать ко мне домой, если хочешь. А сам почти испугался этого предложения, потому что в дом пускал только самых близких, проверенных людей. — Поехали. Я ужасно люблю банальные домашние посиделки. Попытался отшутиться Намджун, потому что снова заволновался. Он самым наглым образом напросился к Сакджину домой, чтобы обнять его там. Ну что ему поделать, если это желание такое сильное, когда у Сакджина такой растерянный вид? Намджуну словно хотелось защитить его от всего, что могло его расстроить или заставить чувствовать себя растерянным. При этом сам Намджун, кажется, тоже этому способствовал. Правда, пока этого не понял. Он расплатился за ужин и поблагодарил официанта. А потом в машине осторожно сказал: «А если это слишком, мы можем передумать и обняться прямо здесь. Ну или где-нибудь в вечернем парке, где не будут заметны окружающим. В следующий раз я надену не такое заметное пальто», — улыбнулся Сакджин, словно уже задумывался о том, что это в следующий раз будет. «Все в порядке, не волнуйся. Я могу сделать тебе коктейль или открыть вина. У меня хорошая коллекция музыки. И ты обещал меня поцеловать». И он снова почти смущенно прикрыл глаза. «Тогда показывайте дорогу, сэр». Намджун выдохнул с явным облегчением и снова завел машину. «И у тебя прекрасное пальто, просто безумно тебе подходящее. Оно еще и теплое». Сакджин провел рукой по мягкой ткани. «Но твой пиджак мне тоже понравился. Сейчас налево». But it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart. But in and outside, I've turned to water, like a teardrop
so hard.